привет! Всем привет! С вами сейчас Даня Соколов. Меня зовут Павел. И сегодня у нас обзор на Гочин GTR. Дрифтовую тачку. Но GTR у нас, конечно, в масштабе 1:10. На полноценный кубиков, наверное, не хватит чуть-чуть, да? На Да. большой. Но он у нас из кубиков Volvo в основном сделан, потому что Volvo мы разобрали, Volvo 42-114, да, правильно? Да. И классный набор, очень много панелей. Желтых. Желтых, Особенно. да. И вот у Гочи в команде тоже все тачки желтые, да? Да. Поэтому он похож. Потому что купешка. Потому что тачка дрифтовая. Так с виду напоминает. Да. Желточек такой. Что визуально у нас? Значит, спереди. Ну, это, конечно, вольвовский значок. Противотуманочки на обвесе. Обвесы везде. Низ это темно-серый. Потом черненькая полоса. Также идет по порогам и сзади. Выхлопная система. Четырехствольный выхлоп. Тоже, кстати, из вольвовских деталек. Это детали там двигателя какие-то, воздуховоды, по-моему. Такие хромированные, классные. Да. Стопачки. Все вольвовское. Особенно. И здесь тоже видно у нас название модели. Также дублируется на спойлере. За счет чего она дрифтит у нас? За счет колес у нас. Потому что они у нас пластиковые, а резиновые они цепляются за ковер и за пол. Да, у резиновых колес сцепление побольше. И поэтому у нас же тут не 1000 лошадей. И Да. как бы их проворачивать было бы сложно. А вот эти колеса, они хорошо у нас буксуют. Поэтому... Но колеса эти на самом деле не леговские. Это колеса Вот радиоуправляемые машины. Да, от радиоуправляемой машинки колеса. Мы их тут кое-как примастырили через шестеренку 12-зубую. Да. Она туда плотненько входит. И все, вот так на оси. Конечно, ступицы не получается сюда, леговские, которые трехпиновые, поставить через ось эти колеса. Чтобы машина у нас дрифтила хорошо, спереди у нас положительный кастер имеется. Немного пришлось морду наклонить. Это у нас снимается. Когда Гоча тренируется, чтобы не повредить бампер. Да. Ну, возможно, не видно, но амортизаторы вот эти немного под наклоном находятся. Также у нас выполнен развал. Дрифтовая тачка должна быть на развале. Чтобы она дрифтила. Да, за счет чего это у нас получается? За счет того, что вот он рычаг старого образца, нижний, черненький. Он 6,5 студов. А верхний рычаг, знаешь сколько? Да. В длину. Ровно 6 студов. Верхний рычаг, да, на полстуда короче. И из-за этого мы имеем такой развал. Развал колес, чтобы она дрифтила. Да, чтобы она в угле нормально себя чувствовала, когда валит вот так вот боком. Потому что она поедет боком, и она, вот эта сторона будет у нее нагружена, да, туда едет, это нагруженная сторона, это чуть приподнимется, и нагруженная сторона, получится здесь сцепление ровненькое, потому что вот так колесо стояло, нагрузилось, чик, чуть сюда. Будет хорошее, большое пятно контакта.
Это что касается переда. Устанавливаем морду быстросъемную, как в Еврофайтере у нас на быстросъемах. Все, чик, все готово. Капот закрыли. Значит, что у нас по технике? Ну вот тут уже виднеется хвост. Чей это хвост? Хвост баги моторов. У нас их два Да. на этой тачке. Гочином Ниссане. Да. А это что? А вот это у нас бувис, на котором работают вот эти вот два баги моторов. Которые. Ну, моторы здесь соединены не очень обычно. Ну, то есть между собой они не соединены вообще. Вот этот мотор, это на заднюю ось идет. На заднем. Значит, напрямую из быстрого выхода вот двадцатка подсоединена. Через быстрый выход и... Даня, вот это что такое красненькое у нас? Красненькая это у нас блокировка. Если мы крутим в одну сторону, то и другое будет крутиться в одну сторону. А они не могут, как обычный дифференциал, крутиться в разные стороны. Да, жестко заблокировано. Это нормальная дрифтовая тема, что сзади имеется блокировка. Передний привод у нас должен крутиться медленнее. Ну, чтобы все-таки не разгоняться, а чтобы позволять задним колесам буксовать. Поэтому передний мотор мы используем от медленного выхода. Здесь имеется у нас карданчик, потому что, как мы помним, кастер у нас, чтобы был, пришлось наклонить вот эту конструкцию. И еще одно понижение, больше чем сзади, это с использованием нового дифференциала 12 на 2080 отношения, больше чем здесь 20-28. Блокировки у нас спереди нет, дифференциал спереди свободный. На настоящих дрифтовых тачках только на задний привод у нас. Но у нас на два, на полноприводная у нас она, потому что чтоб она буксовала, задние колеса буксовали. Мы, потому что дрифтеры еще не настоящие, да? Да, это Только просто... учимся. Да, это просто испытание, как бы. Да. Нам все собрали в теории, все хорошо. Остается нам проверить, как она боком поедет, нет. Как бувизу, хватит ли мощности. И когда мы собирали баги на этих движках, мощности хватало, да? Да, на 3 движках. Нет, я говорю про желтенькую, такую на баги моторах, помнишь? А, да. Но у нас там было понижение в ступицах, в планетарных, в 5,5 раз. А здесь, вот допустим, задняя ось от быстрого привода, единственное у нас есть понижение 20-28, это в дифференциале. Посмотрим, нагрузку посмотрим, потянет ли бувис это все дело. Ну, переднему приводу, я думаю, будет полегче, потому что и блокировки здесь нету, и передаточные отношения другие. Что, будем пробовать? Да. Дань, ну что, начинаем свои испытания? Испытания для дрифта. Испытания для дрифта. Ну давай попробуем, как этот геттер наш лупит, нет, боком. Угу. Сейчас будем смотреть. Ого! Ничего себе. Залупивает. Нормально вроде, да. Да. И крутая тачка, и хорошо лупит. Так. Ого. Так. Тут так.
Нормально, пятаки наворачивать, слушай. Да. Ну-ка еще давай. Сейчас. Сейчас. Хватает мощности, да? У Лиза очень ухапа, он уходит в перегрузку. У батарейного блока не хватает мощности. У хапа, ой, у Буиза вообще лупит хорошо. Давай-ка еще рубани. Так, двери не надо сбивать. Аккуратно. Сейчас бы врезался. О, дает. Ого, рассадишь, Дань, тачамбу нашу. Такими темпами. Да, но хорошее все равно. Все целое. Ого. Ну ладно, нормально она лупит, да? Да, Буис лучше всех лупит. Мы покатались немного по залу, да, Дань? Да. Хотелось бы, конечно, по асфальту погонять, Да. но жалко, Колес. колеса жалко, я боюсь, они сотрутся, как об наждачку. Очень быстро. А если мы по ковру гоняем, то им вообще как бы износа вообще нет. Но иногда нам мешают двери всякие и мебель, да? Да. Но это как бы издержки. Значит, какие у нас выводы? Что, тянет Буис? Тянет нормально нас он. Мощности хватает. Значит, задний мотор получается нагружен. Ну, 3,5 ампера в пике потребляет. Передние где-то 2,5. Вот. Движки греются, то есть он тепленький у нас получается. И на самом деле Буис, он в такой нагрузке разряжается довольно быстро. Но он быстро и в то же время и заряжается. Если не тратить много энергии. Я хотел показать. Вот, пожалуйста, морда на быстросъемах. Хотел показать, что у нас со шрузами становится при использовании в таких, ну, как бы условия. Кстати, вот крепеж, вот эта звездочка, она сюда, в шестигранник, залазит очень плотно, и все, и спокойно там держится.
Так, что я сейчас отстегну рычаг? Ну да. Не достану. Вот он, шрус. И здесь все как в муке. Очень, ну не очень большой, а износ такой. Я думаю, Приличный. приличный, он скоро начнет проворачиваться. Вот здесь все как в муке получается. Так что не знаю, насколько их хватит, этих шрузов. Сзади у нас шрузы старого образца применены, но они тоже задние получают тоже. Немало износа. Да, тоже много износа, тоже такой вот белый вот этот пластик, как крышится. Потихоньку. Да, трется. Надо шрус-смазку использовать. Какую шрус-смазку? Ну, в настоящих автомобилях вот эти все узлы, трущиеся поверхность, они все смазываются, чтобы трение было меньше, и тогда такого износа нет. Но у нас, к сожалению, шрус-смазки нет. Да не в том дело, Дань. А там, знаешь, как делается? Ставится пыльник, и смазка, она больше никуда не выходит. А ты представляешь, если мы сейчас начнем использовать смазку, как она будет разбрызгиваться везде. Все будет в этой смазке, нам это не подходит. Да. Так что вот так. Мы, может, попробуем еще какие-то варианты. Допустим, если убрать сзади дифференциал и прямую передачу оставить, чтобы колеса еще быстрее вращались. Ну хотя, я не знаю, скорости вроде хватает вращения, да? Да. Вот. Рулится он вроде нормально, за рулем туда-сюда. Даже отлично они нормальные. Надо нам самим теперь тренироваться, да? Да. Дрифт. Тогда будем лупить по всему дому. Без всяких врезаний. Вот такой у нас получился Volvo GTR, да? Гочина. Тебе нравится? Очень даже нравится. Да, мне тоже нравится. Чуть ли не первая моделька, которую не хочется разбирать, да? Да. Джип тоже не хотелось разбирать. Джип какой? Джип 42-122 А, с лебедкой, которая... ну он красивенький. Да, был красивый. И это тоже очень красивое. Это И она просто еще и дрифтовая, и как бы из Вольвы состоит. функциональная, да? Да. Бувис все-таки дает такую мощь, правда? То, что не дают леговские вот эти хабы. Они все или медленные, чтобы, помнишь, чтобы карабкался у нас, помнишь, джип тогда использовали, когда по камням катались. Да, помню. Он такой медленный получился, чтобы у него была мощность, чтобы он мог колеса провернуть своим. Он очень медленный. Ну вот на Бувизе, я не знаю, он бы так лупил. Ты хочешь джип на Бувизе, что ли? Да, попробовать хотя бы. Ну, давай попробуем. Ну что, сегодня заканчиваем? На сегодня у нас все. С вами был Даня Соколов. Всем пока-пока. Пока-пока.